Привет! Не ждали? Я надеюсь, что ждали вообще-то. У меня с пальцем все в порядке. С прошлого обзора он подлечился, вылечился, восстановился, зареспавнился. В общем, да, у нас тут следующий скетчбук, и у меня есть ощущение, что он будет не очень интересным. Мне будет нечего рассказывать. Но, не знаю, посмотрим. Может быть, еще другой скетчбук сегодня успеем посмотреть. Собственно, да, скетчбук из анимешного магазина с Ванпанчманом. У меня, кстати, кружка с Ванпанчманом есть. Она сейчас не со мной, ну ладно. Давайте будем по традиции рассматривать наклейки. Опять флауи, только без мотивационной фразы. Какая жалость. Гудетама. Я купила на Алиэкспрессе набор наклеек с полупрозрачными этими. В общем, они на полупрозрачной пленке. И сейчас я нигде не могу таких найти. Именно с Гудетамой. Все только всякие котики, собачки. А я хочу ленивое яйцо, потому что ленивое яйцо — это я по жизни. Вот это тоже с Алиэкспресса. Мне что-то нравятся такие треугольные с паттернами наклеечки стали. Наклееча за 15 рублей в библиотеке я покупала. Лучшее, обожаю. Ну и да, Игра престолов, какой-то рандомный японский магазинчик и котик. Давайте будем смотреть на рисуночки. Ох, простите, я опять вас толкаю, что ж такое? Ладно. В общем, да, с прошлых скетчбуков, наверное, можно было понять, что мне тогда очень понравилось рисовать, дудлить, рисовать и вот такие вот непонятные хрени. И поэтому я их продолжала рисовать, потому что мне нравилось. Начало какого-то комикса про Санса и Папайруса, где Санс достает Папайруса спиннером, и Папайрус бесится, а дальше я не помню, что должно было произойти. Ну, до этого момента еще ни одного нормального законченного комикса не было. Я считаю, это какой-то... Но я пытаюсь. Рано или поздно настанет тот момент, когда эта девочка сможет нарисовать смешной комикс. Это я сижу на Тоторо, и тут бабочка летает. И тут моя любимая футболка, которая сейчас мне мала. Какая жалость. Сейчас у меня другая любимая футболка. Черненькая. Законченный комикс! Это не ложная тревога! Ребята! Он существует! Законченный комикс! Я не верю! Так, давайте читать. О, круто! Ты снова джедай! Я не джедай, а это не световой меч. Ага, а мою сестру зовут не Рэйчел. В скобочках ее зовут Абигейл. Как мы выяснили в прошлый... Но твою сестру зовут Абигейл. Спасите, говорит Абигейл. Иди руби деревья, джедай. Ясно. Наверное, стоит пояснить вам. Так вот, мы играли в Don't Starve Together с мадами. Моя подруга, как всегда, играла за Венди. Она всегда называет свою сестру Рэйчел, а я играла за модового имбового Санса с костью
и, впрочем, все. Просто смешно. Это честно смешно. Мальчик, который смотрит на Луну сыр с плюшевой игрушкой зайчиком. Я не знаю, почему, откуда. Просто страница, заполненная дудлами, и это все. Я, по-моему, пыталась ее еще красиво сфоткать и выложить в Инстаграм. Запрещено на территории России, если что. И вот, да. Чтобы было красиво, чтобы все офигели, у всех челюсть попадала. О, блин, миленькая так-то. Девочка в костюме с интересным... я не знаю, как называется эта часть, в общем... Да. Девочка с шапкой. С шляпкой. Гильдия воров. Метки гильдии воров. Не знаю, на кой черт я поставила сюда подпись, хотя, по сути, это просто перерисовка и намалевано сверху детской медовой акварелью, и это я тоже эстетично фоткала, и у меня там был дым от благовоний, и все вот такое, да, мистическое. Я умею красиво фотографировать, да, да. Это перерисовка моей одной из самых-самых-самых-самых-самых-самых-самых моих рисулек первых, где кошечка держала в руках сердечко, и это были конфеты. Это было из тех клеточно-тетрадочных порисулек. Я бы показала их на самом деле, но они все остались в Перми. Да. Ну, в общем, да, я перерисовала эту кошечку, чтобы посмотреть, как мои навыки улучшились за это время. Ну и, пожалуй, это действительно большой прогресс. Картиночка с летающим островом, и тут замок. Мне кажется, это я где-то не дома рисовала. Кстати, забавно, что я, оказывается, рисовала раньше пейзажи, если это можно назвать пейзажем. А сейчас я вообще их не рисую. Может, мне стоит попробовать? А нет, вообще-то я рисовала недавно. Ну, я покажу. Вот, я просто акрилом повозюкала по странице. Может, мне стоит нарисовать что-нибудь такое прям крутое, супер-пупер, летающие острова, и там вообще вот все, да. Я умею хорошо выражать свои мысли. Цветочек какой-то. Опять страница полностью задудленная. Какая-то выглядит как-то пусто. Еще один пейзаж. О, у меня есть история, связанная с этим. Я очень в себя верила тогда, видимо. И я грезила, чтобы у меня была комната, и на одной из стен, чтобы был красивенький пейзаж из Водопадья, из Undertale. Я прям не могу, я прям очень хотелось. И вот, видимо, это набросок того, что должно было быть на этой стене. Да.
И я очень сильно в себя верила. Ну, в принципе, на этом желание мое и остановилось. О, еще один забавный комикс. Я скачала себе приложение, которое якобы... Опять якобы. Если не типа, так якобы. Если... Ладно. Я скачала себе приложение, в котором нужно выполнять задачки в реальной жизни. Ну, сам ставишь, сам выполняешь. Поднимать свой уровень, как бы и графикация происходит с твоей жизни, и да, все. Это все, что я могу сказать. И вот я как бы тут смотрю, что у меня запланировано на день. И тут задание «Давай рисовать». И я такая «Ха-ха, да». И это карандаш в волосах. Девочка с плюшевым мишкой на кровати, вверх ногами. Ладно. А нет, вообще-то есть много чего рассказать. Вот следующие, мне кажется, скетчбуки будут наполнены однообразным... Ой, простите. Будут наполнены однообразным контентом и... Ну, в общем, посмотрим, как пойдет. Это был канун Нового года, и я решила порисовать всякого разного, связанного с Новым годом. Тут Гастер, конечно. Конечно, кто же еще? Юсон из Mystic Messenger. И просто рандомный снежный шарик. И золотистая елочка. И нормальная елочка. Картиночка миленькая, уютненькая. Мальчик или девочка читает с чаем под одеялком, и свет падает. Забавненько. Пустота опять. Почему? Тут, если вам непонятно, что тут должно быть нарисовано, тут даже от стёрки остались перманентные следы. Тут должна быть девочка, прикованная к цепям и грустненькая всякая. Почему? Откуда у меня такая идея? Ладно, видимо, откуда-то появилась. Просто миленькая девочка. Юджин на своем канале проходил Getting Over It with Benefit 40. И там было весло, которое говорило забавные фразы. Ну, это не весло говорило, но мы все притворялись, что это весло говорило. Поэтому я нарисовала весло. Это тщетно, все попытки. Они ничего не значат в итоге. Тут даже тайм-код написан. Цепляюсь за каждый выступ, название видео 13:50. Если вдруг вы захотите посмотреть. Это я пыталась рисовать себя в разных стилях. Adventure Time, Тим Бёртон, Gravity Falls и Симпсоны. Очень занятная история. Я в то время ни одной из этих штук нормально не смотрела. Рандомные ветки. Это моя сестра с фильтром олененка. Ей не понравилось, и я потом разочаровалась в себе. Но сейчас мне кажется, что вполне себе миленький рисунок. Мне нравится. Классненько. Нарвал под водой, кит с рогом, и вот это вот все. Мне кажется, это срисовка откуда-то.
может быть и нет. И заканчивает этот скетчбук кот, который рисовала не я. Это все вообще-то. Это все. Как-то мало, нет? Не мало, нормально. Как всегда, спасибо, что сопровождали меня в этой нелегкой путя. Я надеюсь, что в следующих скетчбуках будет на что посмотреть. Но если нет, то извиняйте. И до встречи, наверное. Пока!